Я Кирилл Ангел Карасев, капитан команды Hellraisers по Counter-Strike. И сегодня нам в руки попала мышка от компании Gamdias, называется Zeus eSport Edition. Из названия, собственно, ясно, что не фотошопить придется нам этой мышкой и не фигней всякой заниматься, а конкретно играть в компьютерные игры. Для начала предлагаю обсудить внешние составляющие данного девайса, а потом уже перейти к внутренности. Мышка нам поставляется в белой красивой коробочке, на которой все подробно описано, начиная от технических характеристик, заканчивая, собственно, внешним видом. И я думаю, открыв ее, да, мы попадаем к мышке, которую, собственно, сейчас предлагаю обсудить. Интересную особенность, кстати, обнаружил. Тут внутри коробки, обратите внимание, очень подробно расписаны все технические характеристики, на английском, правда, образованные люди смогут прочитать и изучить, но для необразованных чуть позже я расскажу. Открыв коробку, я получил в руки мышь. Первое, что бросается в глаза, это достаточно агрессивный дизайн, куча кнопок. И на удивление они все удобные, то есть, держа в руках мышку, ты не нажимаешь одновременно 10 кнопок, как тебе может в первую очередь показаться. А все очень гармонично, каждая кнопка расположена на нужном месте. Мне нравится. Провод качественный и куча приколов, которые идут в комплекте в виде изменения формы, резиновые вставки, которые помогут тебе, наш дорогой пользователь, подобрать нужную тебе форму этой мышки. И какой-то мешочек. Мешочек для хранения, пускай будет так. Собственно, перевернув мышь, мы можем обнаружить кучу фич интересных. Тут есть 3 колесика для изменения формы мышки. Тут есть классные тефлоновые ножки, которые достаточно удобные, классно скользят даже по моему идеальному столу. И здесь есть отсек для грузиков. Тут можно изменять центр тяжести, можно в принципе вес мышки изменять. То есть считайте, что у вас любая мышка в руках может оказаться, которая вам нравится. Собственно, внутри этой мышки расположена тоже почти компьютер. Здесь есть свой процессор, своя встроенная карта памяти, которая позволяет сохранять кучу профилей. То есть можете настроить каждую кнопку под себя, даже несколько вариантов одной кнопки под себя, и переключать их независимо от того компьютера, на котором вы сидите. Также здесь можно выставлять настройки вплоть до 1000 Гц. Это скорость обновления сенсора, очень полезная вещь, я ей лично пользуюсь. И 8200 DPI. Вот этой штукой я уже не пользуюсь, но я уверен, что есть любители. Это немножко неудобно для меня конкретно пользоваться большим количеством DPI, потому что сенса увеличивается сильно, но, возможно, в Counter-Strike это и полезно. Ну и, наверное, самая интересная особенность данного девайса. В комплекте с ним идет утилита, с помощью которой вы можете настроить буквально все в контексте технических характеристик. Вертикальную, горизонтальную чувствительность, каждый из кнопок и профайла, которые мы уже обсуждали. Очень удобно в контексте того, что каждая из кнопок подсвечивается во время настройки, и ты можешь выбрать подходящую тебе, не перепутав их, потому что их тут целых 11. Немножко не понравился дизайн, он очень броский, но спасибо, что в этой программе можно заразно настроить все и больше в нее не возвращаться. Ну и в заключение скажу честно, что форма меня удивила, очень-очень удобно, несмотря на то, что я еще не вставлял ни резиновых вставочек, ни грузиков, не смещал центр тяжести. Все очень удобно даже сейчас. И действительно удобная утилита, которая может помочь нам настроить все индивидуально, независимо от твоих предпочтений. В целом очень-очень неплохой продукт, который я могу рекомендовать для любителей, которым действительно нужны мышки с большим количеством кнопок. Ну и для тех, кто желал купить эту мышку немедленно, читайте всю нужную вам информацию в описании к этому видео и подписывайтесь на наш канал. С вами был Кирилл Ангел Карасев. До встречи! Чувак, она удобна. Она реально удобна.